Всем привет, ребята! С вами Сибирский регион. Нам не спится. Ну, время там почти полседьмого уже, правда. Мы собираемся и едем на Налимию реку. Хотим еще раз попробовать это дело. Готовили червяков маленько. Поедем ночи 2, не знаю, может 3. Посмотрим на обстоятельства, полежим там, подергаем. Проверим еще раз путем автономку. Набрали аккумуляторов, керосин взяли. Короче, посоветуемся. Набрали всего, в общем. Едем мы опять с Юриком. Он еще пока что в отпуске, так что еще раз со мной точно съездит. Но сегодня у нас навалило снегу капитально. Так что сегодня у нас дорога, наверное, быстро не получится, я думаю. Однако гололед там, но потихоньку мы пошагаем все же. Ну все, короче, мы трогаемся. И вперед. Да, Арчи. Все, пока. Ну вот, ребята, добрались мы до места. Место наше свободно. Люди уехали. Машины все сегодня на выезд пошли. Воскресенье, утро. Отрыбачили, все ушли. Так что мы приехали на свое уже место, встали. Будем сейчас разлаживать печку, все на свете, затоплять, готовиться. Юрик, привет-то всем. Всем привет. Всем привет. Так что мы сегодня опять тут. Посмотрим, что будет на этот раз. Из бури на все конкретно, конечно, но ладно, будем надеяться. Так, в чудо-печку сейчас наливаем керосина. А потом путной солярки еще сверху. Чтобы не было никаких подозрений. Соляра густая и так далее. Посмотрим, что будет теперь. С керосином. И с Арктикой соляркой. Наливаю. Там поглядим, что творится. А чем керосин отличается? Желтый тоже на. Пахнет бензином каким-то. Ага. Ну вот, а что там, литра? 1,5, наверное, налил еще немножко сейчас. Да, литра 1,5 вылил. Сейчас солярки до полного. Нормальной солярки. Не было никаких уже вопросов. Короче, заливаю полную. Чтобы была по полной, полнякана. Там посмотрим, что. Что еще хотел сказать. Воронку беру специально для бензина с мелкой сеткой. Если солярка что-то тухта, не дай бог, она сроду через нее не прольется. Даже при минус 10 уже через эту воронку невозможно будет налить соляру. А это спокойно льется, керосин льется. Ну, короче, полную ее насадил до полна. Будем заводить. У нас уже домик топится. Печка уже дымит. Мы уже готовы к началу рыбалки. Ну вот, короче, днем мы пришли вроде в этом районе мы рыбачили. Раз минут 20 сижу, бесполезно. Днем не будет поклевок, это однозначно. Только когда стемнеет, видимо. Не клюет он днем. Он, видимо, ночью движется. Идет по тропам. Поднимается, видно, ночью. Днем он, видимо, замер и стоит. Никуда не идет, не шевелится. Поэтому я думаю, надо, наверное, нести палатку, поставить пока. То все, готовится к вечеру. Днем он не будет клевать. Юрка, он тоже пытается, но, по-моему, это все напрасно, мне кажется. Тычки тут ставили, палок куча валяется. Но мне хоть палка будет готова, если что, на камеру подводную потом. Как тут снять? Как тут снять на камеру вываживание? Днем вот он не клюет, бесполезно. Ночью фонарик тоже надеваешь на лоб ночью. Даже в сторону светишь, и то уже не хочет. Надо, чтобы вообще не горел фонарик. Тогда берет. Чуть лунку светанул в сторону лунки, он отходит, все. Вон есть у Юрки
Ждешь? Налим я наживо, но правда мертвый, блин. Вчера он поймал. Сейчас он их туда запустит. Ты зря сейчас запускаешь, надо к вечеру было. Да я сейчас там А? опущу. Не, они уже к вечеру потом будут плохие, бля. А, ну так вот именно он меняет же, видишь, тоже там какая-то. Ну, кто-то хозяйские лунки, да? Ну. И фиг эту поставишь. Тропа набита конкретная. Там бурина, здесь бурина. Что-то непонятно. Лунку засыпали совсем. Кто-то рыбарил, но рыбу что-то тут не ощущается, не видно. Крови не видать никакой. Так что, может быть, ничего и не было даже. Ладно, надо спускать сюда все. Лунки еще, наверное, не замерзли даже. Не подмерзли уже. Уже подмерзли. Короче. Кишки. Юрка здесь ирша поставил. Там ирша поставил. Ладно, будем спускать вещи сюда. Ставить палатку. Сегодня еще тепло будет. Завтра, наверное, послезавтра уже потеплеет. Похолодает маленько. Так, ставим сразу на палатку. Что у нас была, уже стояла на месте. Все равно ночью зайти где в нее хотя бы будет печка работать, не будет. Но хотя бы мы в нее уже можем зайти. Может, все же не так дуть будет. Сидеть, если что. Только там не там поставили. Неизвестно. Ну ладно, будем смотреть потом. По мере возможности. Печурку ставим. Печурочку устанавливаем сейчас. А потом будем запускать уже к вечеру пробовать. Уже скоро, глядишь, и выходить надо будет. Так что палатки все равно из палатки. Как-то оно все равно не поудобнее. Сегодня сразу продал большую лунку. Палатки потом еще такую же сделаю. Буду сидеть либо в палатке, либо здесь. Бегать не буду, буду ходить туда-сюда. Короче, набрал сегодня вот блесен тяжелых. Чисто окуневые тяжелые блесны. Буду все экспериментировать. Где-то в пределах, они не знаю, там грамм 25-30, где-то так. Буду пробовать, проверять. Может, на какую-то и надыбается все же. Ну, пока сидим, бесполезно. Ничего. Пока я вот это делал. Вот. Пока ничего. Тишина. Не знаю пока еще. Ну, будем дальше дергать. Вдруг что-нибудь сейчас. Посветим. Короче, мы сходили, все приготовили. Все у нас на мази, все готово. Сидели, налимы не клюют пока. Днем оно не будет клювать. Так что мы сейчас отдыхаем, перекусываем за рыбалку. И пока еще рыбалки не было, но мы уже за рыбалку, короче. Да. А потом уже, ну скоро уже стемнеет. Начнет темнеть, значит пойдем настырно будем сидеть ждать. Будет что не будет. На улице пасмурно, уже ощущение, что темнеет. Там я лунку себе раздолбал. Сейчас в палатке сделаю лунку. Фигачу. И готовлю все. Скоро уже, наверное, все же. Так думаю. Темнеет уже. Ну, ничего, рыбак просто. Нормальный такой. Сверлю сначала. Потом пешнет долбаем. Делаю большую.
ее. Нафигачу. Более не нужен пока. Ну, ты здесь лежит, ладно. Спешню. Чистилку. Сразу луночку нормальную сделаю. Здесь сделаю большую-ку. Ну, куда я сегодня бегать не буду, наверное. Будет клевать, значит не будет клевать. Ерунда все. Если не будет, то не будет нигде клевать. Сидеть просто потом приманки менять, да и все. Ладно, иду долблю. Чего, Юр, не шевельнула? А? Нет, не хочет. Нет? Тоже нет. Без 25. А уже смотри, как будто уже темнеет, да? Пасмурно, по идее. День темный. По идее, пасмурно должен раньше. Да, он Ну пока 0. Самая погода? Нет. Да? Пока 0. Ага. Ну будем ждать. Что же нам теперь остается, да? Да. Теперь остается только ждать. Ну хотя вторую ночь он тогда тоже с вечера клевать не стал. С вечера не хотел выхода. Да. Так что. Ну ладно, ждем. Ну подремать мы не стали уже ложиться. Скоро уже стемнеет, сегодня пасмурно, рано стемнеет. Решили так переждать до темна. Так что, ну пока Юрка сидит, я сколько сидел, пока он не клюет. Поэтому пока можно отдыхать. Можно за рыбалочку. За начало рыбалочки. Там посмотрим, что дальше будет. Но не может быть такого, чтобы он совсем не клевал. Будем ходить всю ночь. Погрелся, сходил, погрелся, сходил. Там, если что, палатку заведем, печку. Должен. Никуда он не должен деться. На улице уже смеркается, короче. Ну, снег идет, правда, такой паршивый. Снег будет не нужен был. Ладно, за рыбалку. Ребята с Казахстана просили там за вас тостик принести. А какой может тостик? Ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Удачи и вам, и нам. Давайте. Ну что, сейчас попробуем запустить этот агрегат. Пультик тепла принес. Вот он. Сейчас я попробую его запустить, короче. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Там налита уже солярка путня, керосин, вообще не найдешь. Не знаю, аккумулятор заряженный. Сейчас будем пробовать, короче. Включаем, в общем. Так. Все. Так, все подцепили. В общем так. Горит все хорошо вообще. Идеально все видно. Видно все хорошо. Свет когда убираешь, вообще четко видать. 17 градусов, да? Короче, выставляем на 12 градусов. Все. И запускаем. Так, окей. Все. О, запуск. Запуск порубили, короче. Ждем, что с этого получится. Пульс тепла, солярка хорошая, аккумулятор хороший. Все нормально. Будем ждать. Ну вот, все. Не запустилось. Бесполезно. С первого раза не запустилось. Сейчас продует, будем вторую повторять.
Второй раз. Второй раз, по идее, должна запуститься пульт теплый. Ну что, пробуем второй раз. Что за ерунда, блин? Оба. Что-то вообще отключилось. Что за прикол? Может, слабый контакт там был просто? Сейчас попробуем. Ну вот со второго раза пробуем. Включил второй раз. Не знаю, что будет. Сейчас Воронеж запустил, вообще не знаю, что такое. Все, и со второго не запустилось. Вообще прикол, короче. Короче, запустилась она с третьего раза. Я херею. Вообще прям ужас. Вот это да. Третьего раза, короче. Тепло на улице. Ну пусть погудит, я ее трогать пока не буду. Пусть она постоит, погудит. Температуру я поставил совсем маленькую. 14 градусов, даже 8. Поставил температуру самую большую. О, пошла, на полную пошла. То есть убавлю на самые малые, поставлю. Ну, короче, все, добился от нее. Включил ее на 15 градусов на пультике. Ну, пробовал принудиловку включить насос, когда она не запускалась. Так насос не запустился. Вот пусть она на 15 градусов стоит, пыхтит, короче. 14 даже. Вот пусть работает. Все, я буду рыбачить, короче. Вот так, ребята, стемнело, поклевок нету. Вот такая рыбалка на Налима. Можно и ночь отходить. И не будет поклевки. Вот в чем дело. Так что, а вы говорите, почему нет кадров с вылаживанием. Он может просто не клевать, потом неожиданно бум и клюнуть. Не успеваешь включить даже ни камеру, ни свет, ничего. Такая она рыба. Но будем, короче, что-нибудь искать. Ждать, ночь впереди у нас. Да не одна тем более. Все, идем опять пытаться рыбу ловить. Так, Юрка одного выловил. На какую беду? Ну-ка покажешь на что. Вон на какую херню. Она вот так гремит. Напаял он там чего-то мудрого вот. Опять. Так что один есть, начало есть. Может быть и будет. Идем, пробуем. Ну больше не было поклевок, да? Не было. Ну вот. Один проплыл, значит. Это уже хорошо. Какое-то начало, но есть. Аппарат наш гудит по полной. Я ее ставлю на малые. Но она у меня на малых и трахтит. Пусть гудит, я ее даже глушить не буду. Ладно, все, пробуем. Ну вот как можно снять поклевку? Как всегда, неожиданно. Бум, и есть. Вот он. Неожиданно. Все. Тут даже не то, что так фонарик. Тут ни камеру, ничего не включить не успеваешь. Вот так он. Столько отсидел с вечера. Первая поклевка. Первого поймал. Было маленько, прокатил, непонятно что-то. Так что сложно это снять поклевку. Ну, рукава. Ну ладно, будем ждать, может что будет. Ладно, ждем дальше. Сходили, попили чаю, передохнули. Юрка у нас опять стебает. Ну нынче не так много. Но так что зря вы просили блесну показать. Он теперь на ту блесну уже не ловит. Теперь он сделал другую блесну.
И не Покажу мельком. И не показывает даже. Во, Какая. во, какая. Что-то брякает у него там. Какую-то ерунду вырезал. Ну, ловит на нее, главное. А я полкилограмма блесен купил. Реально, уже. Всяких разных. Почти все перепробовал. Было 2 поклевки, одного поймал. И все. Вот-то убей. Так-то вот. Ну ладно, будем дальше пробовать. Что у нас там получится. О, ребят, поклевка. Ой, какой. Малыш. Вообще шкмакодявка. Ну ты-то зачем клюешь? Вообще офигеть. Ой. Блин, такой длинный, прикольный. Эй, червяка еще спер, гад. Дай червяка. Все, короче, иди отсюда. Давай, вперед. Оба. Есть. Поплыл. Мамка, папка зови. Давай. Пустили мы камеру. Ну ничего мы там не видим. Совсем, она в упор что-то вот видать. Вон какие-то палки лежат, вот бревнышко или что там, камни или непонятно. Ну, ты вот так ее крути. Не, я говорю, кого это смеется. Опять та же картина. Ее в одну сторону разворачивает. Ну там какие-то, говорю, что-то непонятно, камни или что это лежит на дне. Короче, ничего мы там не видим. Рыбы нет. Все. Ладно, вытаскиваем ее. Нету смысла, походу, никакого. Выловил. Говорю, какой тут включать? Бесполезно. Тут даже ни камеру, ничего. Уже вытащил, потом только можно включить фонарик, камеру. Полезно. Ну ладно. Хоть так. Видно, что свежий поймал. Ну вот вроде поклевывает. 6 штук, наверное, поймал. Минут за 30, за 40. Последний ничего, такой хорошенький. 2 последних вот эти ничего, более-менее. Ладно, кидаем. Дальше ждем. Склевали, что ли? Время, короче, 3, начало 4 мы пошли. Сейчас, наверное, к 4 уже где-то так. Юрка там вроде тоже херачит, ловит. Кидаем, ладно, все дальше. Ну, вот это, короче, мелкий. Пустить его можно. Нафиг. Маленький совсем. Червяк. Маленький совсем. Отпустим его. Пусть плывет. Как говорится, зови мамка, папка. Давай. Вперед. Пошел. Пошел. Оба. Давай. Все, вперед. Другого будем ждать. Побольше. Таких вот надо бы. Ну вот за час где-то поймал 12 штук. Мелковатый. Вот один хорошенький такой. Правый. Мелковатый. А, ну отпустил пару еще. Совсем маленьких. А здесь такой налим и есть. Его здесь крупного походу и нету. Ну, все равно червяки кончились. Все до машины. Червяками. Идем, ладно. Ну как, Юрка, вам рыбалка? Ну да, не сказать, что совсем маленько. Поймали все равно. Не сказать, что совсем. Да. Ну накидал. На нашем водохранилище, на братском котором. Это за год не поймаешь столько. Да, нету налима там. Редкость. Там не то, что налима, там ничего нету. Ну все равно, вот, был выскочка какая-то где-то в пределах около 4 часов. Что-то он так маленько поклевал, и все, на этом опять тишина. Так что, наверное, пойдем мы сейчас в машинку,
Спать будем целый день. Иду я еще раз 10 дерну, нет и все. Все, короче, рыбалка ночная закончилась. Первая ночь прошла. В общем, с вечера клёва не было. Я ничего не поймал, по-моему, парочку всего. Потом ночью был выход. Поймало что-то 14, что ли. В итоге что-то 16 или 18 штук у меня. Ну вот. Один вообще добренький такой, хороший там лимящий такой. Добрый такой, блин. О. Два ничего, там мелковатые. Ну и короче все, пойдем мы, наверное, в машину. Отдыхать. Спать будем. До обеда там, до скольки там видно будет. Ну и то нормально. Думали, вообще ничего не будет. Все, идем, короче, мы спать. Так, тут нас ребят там спрашивал, как печку топим показать. Как мы ее топим? Вот так вот она у нас топится. Топим мы ее вот такими вот брикетиками. Руф. Классная вещь. Все, накидали брикетиков. И они у нас тлеют, лежат. Хватает их намного больше, чем дров, но дольше. Жар от них нормальный такой. Прогорит, конечно, замерзаем, приходится поглаживать опять. Что сделаешь? Красота, но Юрик он с босыми ногами лежит. Вроде как бы говорит нормально. О, все загудело сразу. Живет, поперло. Это не автономка, это буржуйка. Так что надежная вещь, самая надежная. Вот прогорит брикетик, опять жик туда и все. Так, Юрик пошел у нас налимов ловить днем. Говорит, мало, говорит, мало ночью было. Да, разъела он яму. Че, тепло стало? Да, вот разъела сильно. Была в пятышко чуть-чуть, а сейчас сюда вот так. Он пошел не налимов ловить, там сойка его на налимов клюет. Кукша. Да нет, приехали просто мужики. Вот на мышке лежат, бери, долови, она не хочет. Но попросили у нас там головку на 18. Короче, да, короче, разбудили они нас. Время только 10 часов 11. Мы, короче, не поспали. А теперь Юрий говорит, уже не уснешь. Да, пойду болтаться. Пошел он болтаться, днем налимов ловить. Это замерзшая же была, кстати. Видишь, хотят проела так ее. Да, он большая стала. Так что мужики приехали, говорят, раньше тут было намного интересней. Клювал он отлично налим. Теперь, конечно, поменьше стало. Ну, у нас время целый день. Так что я маленько еще поваляюсь. Конечно, поспать не удалось. Чуть-чуть еще надо поваляться, однако. Ладно. Ну вот такая вот на лиме рыбалка. Да, Юрка? Да, ночью. Даже не снять на видео, как поймать. Ночью не снять на видео, ночью Очень быстро не успеешь ничего включить, ни фонарик, ни камеру. ночью не поспать. Зато день мы, вот уже 2 часа, до 2 уже почти отдрыхали. Да и то сон, не понять что. То ли спишь, то ли не спишь. Дремишь, лежишь. Ну, иначе никак. Ну, тут и делать больше нечего, другой рыбы нету. Кушать только сварить. Больше что? Лежи, пей, спи. Да. Юрка, он ходил, что-то походил, бесполезно. Бесполезный какой. Так что, ну ничего, будем ждать темна. Следующая будет у нас ночь. Сегодня похолодает, может сегодня клевать будет. Так, мы выспались. Время 3 час, хватит спать, наверное. Юрка тут разложил своих этих, птички по ним тут прыгали. Я-то убрал. Что-то решили мы, наверное, сварить уху. Найти надо налимчика такого, чтобы нам хватило.
На уху. Вот на уху нам хватит, пожалуй. Большого не будем, наверное. Котелок маленький, ничего не влезет. Вот такого нам на уху за глаза хватит. Так что все, идем потрошить. Сейчас будем варить уху. Ушицу сейчас забодяжим. Короче, мы уху бодяжим. Ушицу сделаем. Время у нас еще есть до вечера. Так что... Ах, со свежего налимчика. Ай-яй-яй. Ну и что у нас тут с печенкой? А? Да, брусок, наверное, лучше. Это сильнее. Тихо, не падать. Ну, печенка вроде без этих. Пойдет. Уху. Убери куда? Ах, ты туда ложишься? Да. Печенка нормальная. Так что в уху это хорошо. Печеночку забираем. Пойдет. Класс. Вообще класс. Вот с икрой, Юрка. Да. Маленькая с икрой. Да. Видишь что? Да, да, с молокой попадали. А, А это икра или молоко? Это молоко, наверное? да ну нафиг. Вот такие у меня Два попад- штуки. Вот такие попадали? Нет, это икра, ты чё? А, Икра, два штуки, ты чё? Это икра, так что? Просто она у него сильно мелкая. Ее не понять, короче, получается. Так, на ножи уж брать ничего не будем, да? да нет, кого? А? Кого? Не хотите? Ни на что он не хотит, но... Ушиться будет красотища. Вообще класс. Красота. Yeah. Сейчас мы посмотрим, что он съел. Вот так вот. Что это такое? Дома такие. Что вот это такое? Вот кусок какой-то черной ерунды. Ну что-то смотри, вот. Ох, это Вот. букашки. Ха. Интересно даже. Что это такое? Какая-то растительность еще. Так, вот это что? Трава. Короче, сосет он со дна какую-то эту. Как ее? Каких-то этих, наверное. Личинки какие-то там червячки есть на дне, видимо. Не ест он наживу никакую. Поэтому он и клюет на червяка. Я говорю, похоже на что это. Может, вот это вьюны и есть мелкие. Вот разложишься уже. А нет, они, смотри, отдельными фрагментами, что интересно. Вот смотри. Во. Вот отдельными фрагментами какими-то. Черные. Смотри какие. Во. Да? Что это такое? Такие какие-то юны или кто это букашки? Не, видишь, А какие-то... это какая-то муха, не муха. О. Ну вот она такая же точно. Мухи.
Мухи? Вот что-то какие-то личинки в дне. Да, вот мухи, Грей, вот муха Видишь, с крыльями. А? Мухи. Муха вот с крыльями. Это, Вот такая же точно. Вот она, видишь? да, Вот с она. крыльями. Вот не зря говорят, на креветок ловится. Надо было креветок брать. Слушай, Эти. смотри, как креветки, что-то такое подобное. Ну, Ладно. Так, все шинкуем. Чистим картошечку. Много картошки не надо. Потому что там практически налим будет. Короче, в таком темпе. Херачим. Вперед. Сейчас мы горяченько. Сегодня время у нас позволяет. Можно смело, спокойненько сварить. Еще до вечера, до темна достаточно. Ну, картошечку я мою эконом вариантом. Так вот ее, как всегда, короче. Не буду я ни в чашку ее, ни во что. Эконом вариант. Все. Все. Как говорится, лесная грязь — это не грязь. Все, она готова. Так вот, картошечку я помыл. Сейчас ее в чашечку я порежу. И пусть она ждет своей очереди. Режем. Ну все, закипает. Мы свечку забацали с куска бруса. Костер не разжигать, хватит нам это сварить. Так, уже закипает почти. Кидаем туда немножко риса. Котелок маленький, поэтому вообще немножко. Много не буду. Вот так вот, все. Хватит. Потому что вон сколько рыбы будет. Картошки немножко надо. Все, рис пусть варится. Закипит, потом кину голову, наверное. Пусть она тоже варится. Ну, уже закипает, короче, можно сказать. Поэтому голову я туда отправляю тоже сразу. Голова, чтобы хорошо сварилась. Так, голову я туда кидаю. Вот так вот, все. Теперь пусть закипает путем. Ну все, кипит. Маленько, наверное, рис уже подварился. Закидываю картошку. Картошечку туда, пусть закипает. Сейчас подсолим. Ну, хотя говорят, накипь снимать не надо. Но я немножко все же сниму. Так как у нас тут не центральное водоснабжение, как говорится. Поэтому маленько накипь надо снять. Котелок идеально, чисто дома отмыл его. Человечески. Ну все, и это закипело. Все, вперед. Так, на соль нормально. Почти доходит картошка и рис. Запускаем туда рыбку. Рыбку и корку. Все это туда. Ах, красотенька какая. О. Все парит. А, благодать, а. Икру тоже так туда запускаю. И корку туда. Так. Все, пусть закипает это дело. Все, теперь у нас рыба пусть сейчас закипит. Все, закипает пусть. А теперь будем мы делать вот что еще. Вот такая вот у нас история. Это у нас получается налимная печеночка. Ее мы делаем вот так.
Ее надо, короче, растолочь. Просто взять, растолочь. Вот так вот растолочь ее. Чтобы она в ухе расплылась. Прям не куском была одним. У нас нету столько много печени. Вот так вот. Вот так ее растолкаем. Все. И пойдем пока мы резать лук. Лучок нам надо еще. А мы сейчас здесь шинканем. Сейчас еще лучок забодяжим. Так вот. Шучек под мусор надыбать надо. Набирается мусора. Маленько. Вот так вот. Вот. Все. Кипит. Скоро закипит. Ну вот это теперь сюда. Печеночков. Оба. Макса? Полная получилась. Макса называется. Макса. Печень трески. Пресноводной. Ну вот. Все, сейчас немножко покипит и готов. Короче, все, уха у нас готова. Такой навар. Ну, как положено. Чуть-чуть. Ола, перцовочки. Ну все. И идем мы кушать. Сейчас наедимся, то нам не до рыбалки уже будет, по-моему. Такой наварище, на такую кастрюльку. Ну, хоть уже сколько мы не можем сварить. Слава богу, сварили. Все, убираю, хватит. Ну вот. Кто-то там заказывал уху у нас, говорит, что уху не варите? Вот сегодня мы сварили. Настоящую уху. Сибирскую уху сварили. Да с рюмочкой. Ой, благодать. Ну, короче, мы кушаем. Готовимся к ночной рыбалке. У нас сегодня предстоит клев, наверное. Да, Ирка? Да, конечно, будет. Куда Сегодня должно по бешеному клевать.